сейчас самое главное. Совместная работа с близкими людьми – табу. Даже с самым лучшим другом или близким родственником можно испортить отношения навсегда, начав совместный бизнес, например, либо устроившись на работу в одну компанию. Друзья, вы тоже так же думаете? Напишите в комментариях, да или нет. Посмотрим, у кого какое мнение. Есть 5 причин, по которым ни в коем случае нельзя трудиться с близкими людьми. Но сначала подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк. Итак, первая причина – обязательно начнутся финансовые недоразумения. Даже если это бизнес, в который оба партнера вложились одинаково, через какое-то время кто-то один решит, что он трудится больше, чем другой, либо по какому-то вопросу не будет достигнута договоренность. Это случится в любом случае. Если же это организация, в которой один человек рядовой сотрудник, а другой руководитель, то вопрос о повышении зарплаты будет всплывать довольно часто. Вторая причина – оценивать выполненную работу, критиковать, требовать выполнения обязанностей будет сложно, если подчиненный родственник или друг. Сложно обговаривать рабочие процессы, когда что-то не ладится, ведь неловким словом можно нанести оскорбление. А заставить трудиться ленивого подчиненного будет просто невозможно. Третья причина – трудовая деятельность станет частью личной жизни, ведь ее придется обговаривать не только в стенах офиса, а и во время совместного отдыха. В результате будет невозможно отделить одну сферу от другой. А если в процессе возникнут конфликты, то отношения вовсе испортятся. Далее, четвертая причина – можно остаться без работы и даже потерять близкого человека. Без конфликтов обойтись очень сложно, особенно когда организация начинает испытывать какие-то трудности, а такое случается в любой отрасли. Не бывает так, что всегда все отлично. Рано или поздно настигает кризис, появляется больше конкурентов, компания терпит бедствие. В итоге начинаются увольнения, испытывается недостаток финансов. Как можно сообщать другу или родственнику, что он вскоре будет уволен? Что зарплату урежут, например. Из-за этого можно расстаться опять-таки врагами. Пятая причина. Если руководитель близкий человек, то стоит подготовиться к выполнению чужих обязанностей в сверхурочной работе. Конечно, начальник поручит все самые важные и ответственные дела тому, кому больше всех он доверяет. У вас будут выгорания, вечное ощущение усталости, а также проблемы в личной жизни. И таких знакомых у меня, к сожалению, много. Поэтому я знаю, о чем говорю. Кстати, в одно время, когда я еще работала в Сбербанке, было очень популярно среди руководителей и менеджеров перекладывать свою работу на других и запускать акции при поиске персонала по типу «Приведи друга, получи премию», например. Задумка, может, и хорошая, и исполнение могло быть вполне неплохим. А вот грустных историй о разрушившейся дружбе и потерянной работе стало, к сожалению, много. Думали, что преисполненные ответственности сотрудники приведут в компанию лучших специалистов, или как минимум не хуже тех, кто работает. Сами сотрудники также были преисполнены надежд не только на получение заветной премии, но и думали, что появится чудесная команда, которую они создадут со своими друзьями, и как они вместе преодолеют все сложности, создадут чудо-продукт, перевыполнят план. Что в итоге получилось? Друг пришел в компанию, чтобы работать, но почему-то работа стала больше у того, кто его привел. Постоянные ошибки, которые приходится за ним переделывать, срывы сроков, которые приходится как-то покрывать. И вообще специалистом друг оказался, так себе. Посиделки с этим же другом после работы стали продолжением рабочего дня. Вместо обсуждения чего-нибудь интересного – рабочие совещания. Личные отношения сходят на нет. А если все же получилось так, что приходится сотрудничать с кем-то из близких людей, то нужно себя обезопасить, закрепляя каждый момент документально, обговаривая даже незначительные вопросы, которые в будущем могут негативно сказаться на трудовой деятельности и личных отношениях. Есть 4 золотых правила работы с друзьями. Иногда обстоятельства складываются так, что человеку просто приходится трудиться вместе с друзьями или родственниками. Как вести себя в этом случае? Чтобы ни работа, ни личные отношения не пострадали, нужно следовать определенным правилам.
Первое – это убедиться в профессионализме. У вас нет сомнений в том, что товарищ обладает необходимыми навыками для совместной работы, но возникает вопрос, а по-настоящему ли важен для друга ваш проект? Готов ли он отдать все силы, чтобы воплотить его в жизнь? Или стоит появиться другому, более заманчивому предложению, как приятель переключится на него, а ваше совместное дело окажется в конце списка приоритетов? Чтобы оценить профессионализм друга в работе, вспомните, каким было ваше взаимодействие с другими людьми. А если вы поняли, что товарищ начал относиться к делу с пренебрежением, то совместную работу лучше по-быстрому свернуть. Второе правило – обговорить ожидания. Если вы дружите с человеком много лет, это не значит, что ваши представления о конечном результате совместной работы обязательно сходятся. Поэтому, обсуждая какую-либо идею, всегда углубляйтесь в тонкости проекта, обговаривайте все его нюансы. В противном случае итог работы может не понравиться вам обоим и придется все переделывать заново. Подумайте, если бы вы трудились с незнакомым человеком, то прежде чем приступать к делу, обязательно обговорили бы все детали. Работая с другом, нужно придерживаться такого же сценария. Третье правило – это ставить дедлайны. Какой бы сложной ни была работа, конкретные сроки ее окончания должны быть обговорены заранее. Лучшим вариантом будет дать в 2 раза больше времени, чем может потребоваться, но указать конкретную дату завершения проекта. И, конечно же, спланировать бюджет. Вопрос об оплате также должен быть решен заранее. Друг может отказаться брать деньги, но закончить работу обязан вовремя. Проследите, чтобы он хорошо понял этот момент, а в качестве оплаты можно предложить ему часть прибыли от будущего продукта или договориться о бартере. Все формальности необходимо соблюсти, а личные отношения не должны препятствовать выполнению задания. Чтобы успешно работать с друзьями, нужно провести четкую грань между личным и профессиональным. Партнера по бизнесу или коллегу по работе, если такая возможность есть, нужно выбирать более тщательно, чем супруга, я бы даже сказала. С коллегой всю жизнь, конечно, не жить, но испортить биографию, репутацию и будущее вполне реально. Друзья, напишите, как думаете вы, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока-пока.